Друзья, всем привет, с вами Александр. Сегодня снова говорим про Golem Overlord. Игрушка на самом деле очень затягивает, очень интересно здесь развиваться. Хочется просто качаться бесперерывно, сюда закидывать и закидывать. Что, собственно говоря, я и сделал. В этом видео я расскажу, сколько я докинул и что я прокачал, какую стратегию я выбрал для себя. Ну и также обсудим еще некоторые дополнительные механики, которые есть или будут в игре. В общем, как, ребятки, я и говорил вам в видео, что лучше, конечно, заходить баксов хотя бы на 30 в эту игру, что, собственно говоря, я и сделал. Я вот сейчас делаю вторую транзакцию, обменял там еще 15 баксов на 34 токена Hive и отправил их на свой аккаунт, на свой кошелек. Видим, наши токены Hive пришли, теперь нам нужно обменять их на токены Swap Hive. Выбираем монетки Hive, меняем их на Swap Hive, нажимаем Swipe, смотрите, что тут было, опять же, Hive Keychain. Подтверждаем. Отлично. Но как бы за токены Hive мы покупали вначале только пропуск. Вот тот посох за 30. То есть дальше нам монетки Swap Hive не нужны. Чтобы прокачивать вот здесь что-либо, вот эти вот изображения монеток, вот и первый пункт, это токены Parts. Нам нужно обменять токены Swap Hive на Parts. Это можно сделать вот отсюда, нажав на кнопку Trade. И тогда вы попадаете вот на такой вот обменник. Вот этот наш обменник. Сейчас он тут проснется немножко. Давайте обновим страничку, чтобы он увидел наши токены. Вот он увидел наших 33 токены Swap Hive. Берем по маркету, берем 33 и нажимаем Buy Part. То есть нужно купить токены Part. У нас их будет там от 14. Но они в 2 раза дороже, чем токены Hive. Ну, в общем, грубо говоря, обмен, да, проходит. Сейчас мы это, в принципе, можем увидеть в кошельке. Тут они исчезли. Чтобы увидеть наши токены Swap Hive, нужно вот сюда нажать. И вот токены Part у нас появились. Ну и, соответственно, они вот уже подтянулись в игру. Вот видите, меня недавно тоже вот бомбанул игрок. Опять спионерил у меня целую одну монетку Part. Вот, в принципе, как они, гады, успевают? Это нужно реально, ребята, в списке батл сидеть и мониторить. Потому что вот я пролистал, ну, страниц 10, и я никого не увидел из начального уровня, у кого есть хотя бы одна монетка Part. А у меня уже как бы, вот, ну, 3 раза за 1,5 дня крали по целой одной монетке. Ну, тот последний человек, который у меня украл монетку, у него защита 4, атака 3, но у него еще и прокачана Fate. Вот Fate это показатель тоже важен, то есть если вы атакуете, ну а атаковать, в общем-то, приходится по-любому всем, то вот этот токен Fate тоже стоит прокачать. Ну, это дает вам возможность больше воровать. Вот потому у меня и воруют, допустим, целую монетку, а я, допустим, столько своровать не могу, потому что у меня просто сейчас карма, скажем так, не прокачана. Но сейчас у меня уже вот монеток побольше. Первым, что я делаю, это качаю защиту. Friction качаю. Отлично. Сейчас она прокачается. Сейчас качну Power еще. И качну Fate тоже. Так, дальнейшие наши 13 токенов будем как распределять. Ну, нужно в первую очередь качнуть Power. Все-таки я буду, ну, на этом аккаунте рашить буду. Давайте качнем тоже парочку раз. Обязательно качнем Fate. Сейчас ждем транзакцию. Транзакция прошла. Давайте качнем. У меня осталось 10 токенов. Давайте Power еще раз качнем. Отлично. То есть Power у меня будет тоже 4. То есть защиту я оставлю на 4. Power я буду качать дальше. Скорее всего. Ну, да, на первом этапе я точно буду качать его больше. Также нужно поднять Fate. Вот это я сейчас делаю. У меня сейчас 4 монетки. Я могу, в принципе, качнуть Fate на 2 раза. Я, ну, сейчас делаю ставку на воровство. Если бы я хотел зарабатывать больше, мне нужно качать алгоритм и голем. Но это я буду делать попозже. Сейчас качнется Fate. И, в принципе, тут вариант либо качнуть алгоритм, качнуть и голем чарджинг. Может, наверное, стоит качнуть по разку их. А хотя у меня, смотрите, 3 токена. Я, то есть, качну сейчас еще Fate на 1 раз и качну вот или алгоритм, или голем charging station. Честно говоря, не знаю, да, есть ли какой-то приоритет. Charging level increase your part rate base. Так, а ну-ка, давайте 0,3 плюс charging station level умножить на 0,3, а алгоритм level умножается на 1,1. Алгоритм level умножается на 1,1. Ну, давайте качнем все-таки алгоритм. Что-то, мне кажется, от него будет больше выхлопа.
У него множитель просто 1,1, а у Golem Charging множитель 0,3. Ну, не знаю. В общем, будем дальше, ребятки, разбираться. Но, надеюсь, теперь у меня не будут воровать побольше, а я буду воровать побольше. Так что делитесь, ребята, своим мнением в комментариях, какая вам стратегия больше нравится. Хотите ли вы рашить или хотите спокойненько себе майнить и защищаться. Какой выбор сделали вы? Синяя таблетка или красная? И из дальнейшего, что мы сейчас еще можем здесь увидеть? Есть у нас раздел Exploration, то есть это какой-то раздел открытия, может что-то вроде будет кампании, какое-то линейное развитие, там какие-то босс-файты или что-то вроде того. То есть пока что этот пункт у нас закрыт. Дальше у нас будут, собственно говоря, непосредственно босс-файты. Еще не углублялся в вопрос, будет это соло или это будет гильдии, то есть совместно. Ну и, собственно говоря, уже в игре не так давно появились гильдии. То есть изначально в игре их не было, а теперь они появились. Я сейчас... Высоковероятно, что я тоже вот создам свою гильдию, и в этой гильдии есть определенные бонусы для участия. То есть так же, как и для владельца гильдии, так и для участников этой гильдии есть дополнительные бонусы. Участникам гильдии там есть дополнительный бонус в виде 3% к заработанным монеткам. Изначально в гильдии всего 5 мест, но со временем, не помню там по какому-то таймеру, это место расширяется. Как мы видим, максимальная гильдия здесь уже 12 мест. Их, собственно говоря, наверное, не так уж много, да, всего лишь 12 страниц. И минимальное, с чего все начинают, это 5 мест. В общем, я подумаю, может, когда это видео выйдет, я уже гильдию свою создам. Потому что, как ни крути, а быть в гильдии это всегда плюс. Ну, либо свою гильдию создавать, либо просто присоединяться в любую другую гильдию. Минусов нет, плюсы есть. И еще, ребятки, мы можем, в принципе, увидеть, как у нас увеличился показатель дневной добычи. Мы качнули алгоритм на 2, и показатель у нас вырос существенно. Был 5,4, стал 7,1. Это мы еще не качали показатель Golem Charging Station. Он тоже увеличит нашу доходность. Ну и суммарно получается, видите, я сжег 24 монетки парт. Это, грубо говоря, 48 токенов Hive. Ну и как видите, у меня шанс получить шар тоже увеличился. Он был максимальный 35, а у меня после прокачки фейда он стал как бы уже 55. Здесь пишется, что шард дроп chance, ну в общем-то шанс получить дроп шарда зависит от нашего левела. Но, собственно говоря, левел у меня-то не изменился, а мы качали только фейд. Ну и в описании фейда написано, что он увеличивает шанс шарда. Получить эту монетку. Но еще стоит упомянуть вот такой вот последний показатель, это банкет. Он отвечает за то, сколько максимум токенов у нас может копиться. Ну вот на этом показателе. Как видите, по умолчанию этот показатель у меня 5,6 токенов. То есть если у меня здесь будет 5,6 токенов не забранных, то есть, ну, грубо говоря, если я буду целый день не забирать монеты и меня никто не будет грабить, то мои монеты просто, ну, грубо говоря, майнинг прекратится и мои монеты не будут добываться выше 5,6. Хотя, допустим, в день я могу добыть 7,1. Но лимит по этому показателю 5,6. Чтобы его увеличить, нужно качать вот этот показатель банкет. А теперь давайте разберем, в общем-то, как изменились мои бои после того, как я качнулся. Когда у меня были показатели Power 2 и Fortification 2, я вот проводил несколько боев. Какие у меня были показатели? Ну, кроме того, что у меня там вероятности как бы получились плохие, хотя я атаковал с вероятностью 60%, я большую часть проиграл. Было как бы не прикольно. Ну вот выиграл 52 монетки. Ну, во-первых, у меня возможности проатаковать игроков с большим количеством монеток не было, потому что у игроков, у которых там Fortification 2, у них обычно монеток там тоже там до 1 монетки. Давайте вот зайдем в битву. И сейчас, допустим, в самый конец вот посмотрим, что там есть у людей. Давайте вот я Fortification поставлю. В принципе, нечего тут ставить. Ну вот, смотрите, показатели, видите, какие, как бы вообще маленькие там у людей. Надо еще поискать, чтобы найти кого-то, у кого будет там 50 центов хотя бы. Это вот, если у вас уровень атаки 2, то как бы, ну, ваш уровень заработка вот будет такой, там в районе там 20-30 центов. И при том, что я атаковал, и у меня было как бы неудачных атак. Видите, тут вообще чуть ли не в ноль. Ну вот, выиграл 52 и 50 монетов. С уровнем атаки 2, вот, в принципе, на больше вы не можете рассчитывать. Так, потом, когда у меня еще была защита и атака 2, у меня, вот видите, 2 раза бомбанули меня по 1 монетке, это я вам рассказывал. Потом, смотрите, идет, я улучшил свою фортификацию на 3 уровень. У меня уже пошли успешные атаки, пару атак я отразил, ну, в смысле, успешные защиты.
Ну и опять видите мои атаки 0.46, 0.48. То есть, ну, на большее тогда рассчитывать не приходилось. А теперь вот пошла моя прокачка. Я прокачал Fortification на уровень 4, прокачал Power тоже на уровень 4, прокачал веру на уровень 3. То есть вера, ребята, это очень важный показатель. Он, как я говорил, он влияет напрямую на то, сколько мы можем заработать. То есть, несмотря на то, что у игрока мы можем найти, допустим, у игрока есть целых там 2 или 3 монеты, но украсть мы не сможем эти монеты. Допустим, с моим уровнем на тот момент я, в принципе, украсть больше там 50-60 центов и не мог. Из-за того, что у меня была низкая вера. С верой, которая у меня вот стала на уровень 3, мой лимит стал, сейчас вы увидите какой. Давайте мы пойдем дальше. Алгоритм, вот видите, я тоже здесь качнул на 2. Он стал вместо 5, стал 7. То есть обязательно качать алгоритм и фейт на хотя бы на плюс, алгоритм и голем чардж хотя бы на плюс 1. Потому что вот прокачанный алгоритм на единичку с 5 делает 7, а прокачанный голем из 7 делает 8,7. Из 7,1 делает 8,7. То есть я, ну, существенно, потратив буквально по одной монетке, я увеличил их добычу на 3 с копейками. То есть это, ну, must have делать. То есть эти вложения отбиваются за один день. Прокачка алгоритма и голем Charging Station на единичку отбивается за один день. Ну а теперь смотрите, как изменились мои атаки, когда у меня Power стал уже 4. Я отобрал у этого игрока одну монетку, у этого игрока тоже одну монетку, у этого игрока отобрал тоже одну монетку. У меня было, то есть, 3 атаки, даже 4 атаки было, да? А вот 5 атак. Было 5 атак, 4 из которых я выиграл. Это когда у меня было Power 4. Давайте посмотрим, какие показатели были тогда вот у этих игроков. Не знаю, правда, они сейчас могли уже измениться. Ну вот, у него была защита 3. И несмотря на то, что у этого игрока, я вот помню эти бои, у него было по факту реально доступных монеток 2-3, вот этих, у всех вот этих игроков, у которых я отобрал одну монетку, у них в наличии было 2-3 монеты, даже больше, там 2 с копейками, 3 с копейками. Вот, смотрите, как у этого человека. Я его сейчас могу проатаковать, ну теоретически. Давайте нажмем на атаку, и мы увидим, что мой уровень стил все равно вот 1 и 1 и 1. Я, то есть, не могу украсть больше. На это влияет много показателей, в том числе влияет вера. Чтобы красть больше, допустим, чтобы я мог украсть вот эти вот все 3 монетки, у меня должна быть вера, наверное, там 6-7. Ну, об этом, в общем-то, я детально разберу вот формулу, по которой считается вот это вот все дело. Вот, допустим, вот видите перед собой формулу. Это уже будет, ребятки, в следующем видео, которое выйдет завтра, может быть, даже сегодня. Посмотрим. То есть я уже буду делать видео почаще, буду стараться делать видео каждый день, чтобы мы разобрали, ну, скажем так, самые важные моменты. Потому что, ну, заходить в игру нужно прямо сейчас, потому что через месяц, как бы, это уже может быть не актуально. То есть мы можем отбиться здесь буквально за дня 3-4, сделать несколько иксов до того, как игра эта закроется. Сколько она проживет, мы точно не знаем. Она может прожить и несколько месяцев, потому что здесь много механизмов, которые, ну, не дают вымывать кассу, так сказать. Которые заставляют нас, например, 75% от заработанного инвестировать. На долгосрок мы не сможем здесь зарабатывать, не реинвестируя. Ну и прочие механики нацелены на то, чтобы удерживать монетки внутри игры. Ну, как я сказал, реально желание качаться здесь возникает большое. Ну, об этом в следующем видео. Так что, ребятки, подписывайтесь. И пока что я могу рекомендовать вот вам реально сейчас заходить в игру. Потому что здесь сейчас можно заработать. Через несколько недель, месяц я уже, возможно, вам такого не скажу. Давайте вот еще посмотрим на кого-то. Допустим, вот этот человечек. У него сейчас одна монетка, смотрите, у него 3, 3, 3, 3, 3. Опять же, если я его атакую, у него одна монетка, ну я и могу забрать тоже одну монетку этого человека. То есть пока что моя вера не позволяет мне забрать больше, там существенно больше одной монетки. Если раньше я упирался в единичку, это у меня была вера 3. А сейчас у меня вера 4, я могу забрать уже, как видите, чуть больше. Также, как вы видите, я вот заклеймил 3 монетки. То есть одну, по-моему, я, да, вот заработал этой битвой, и 2 монетки мне намайнилось, то есть меня уже никто не бомбит. То есть пока у меня там монет так в районе там 2-3, я никому не интересен. То есть у человека, который может победить меня вот сквозь мою защиту уровень А4, у него есть намного более интересные варианты. Он ищет уже соперника, у которого можно украсть там 3 монетки, 4, 5 целиком. Потому как бы прокачка Fortification реально ограждает вас от атак, от большинства, в общем-то, ваших атак. То есть у меня даже за ночь, там, пока собиралась, ну, там, 2 с копейками монетки, меня никто не бомбанул.
Это когда Fortification стал у меня уже там 3-4. Да, и как видите, я вот только сейчас качнул вот это вот Charging Station на level 2 и Fate на level 4. Давайте мы сейчас зайдем еще в битвы. Я сейчас выберу уровень 3. Это как бы то, в принципе, кого я атакую. С шансом 60 там, с чем-то процентов на победу я атакую обычно уровень 3. Но можно искать, в принципе, от 2 до 3. Может, и на 2 уровне у кого-то попадет. Ну вот, допустим, у человека есть одна монетка и 40 центов. У него Fate, вера, то есть 3 ниже, чем у меня. И у него защита 3 тоже ниже, чем у меня атака. У меня атака 4. Давайте вот нажмем на него и посмотрим, сколько я могу у него украсть. Шанс на победу 62%. Украсть я у него могу всего лишь одну монетку. То есть максимум одна монетка. То есть маловато. Вот, допустим, есть человек, у которого 2 монетки. 2 монетки, но у него и вера побольше. В общем, обо всем, как правильно выбирать противника, на что влияет вот вера, защита и все остальное, я вам расскажу уже в следующем видео. У этого человека, ведь я тоже могу украсть одну монетку, несмотря на то, что у него 2 монетки. В общем, в следующем видео вы узнаете, что нужно еще качнуть, чтобы своровать у этого человека больше, чем одну монетку. Ну, собственно говоря, не только у этого человека есть хитрости, да, можно найти другого человека, у которого будет тоже 2 монетки, но сможете вы украсть у него, например, даже 1,5. Так что подписывайтесь на канал, вступайте в Telegram, там будут свежие видео.